Друзья мои, всем огромнейший привет и лайк. Меня зовут Ирина, вы на канале Репортажи моей жизни. Еду на работу. Кто меня давно смотрит, тот знает, что моим средством передвижения по поселку чаще всего является велосипед. Дорога хорошая, новая, асфальт ложили в том году, но вот такие вот ямки начали образовываться. Может, положили некачественно, пустота была, может, промыло. Кто его знает, что там случилось под дорогой. Еще месяц назад ямка была маленькая, а сейчас уже превратилась в огромную яму. Вдоль дороги у нас растут целебные травы, цикорий. Собирать вот, правда, его нельзя вдоль дороги, потому что выезжаю на федеральную трассу. Звучит прям так, как красиво, да, федеральная трасса. Ну да, таковой она и является. Трасса идет прямо, выходит на Ленинградское шоссе, наверное, километра через 4, а через 2 километра с трассы можно свернуть на платную дорогу М11. Направление Москва, Тверь, Санкт-Петербург. А мне ехать осталось чуть больше километра. А в общем протяженность моего маршрута от дома до работы составляет 3 километра. Я, конечно, могу добраться и на автобусе, но не хочу. В теплое время года предпочитаю ездить на велосипеде. Утро сегодня немного туманное, пасмурное, но очень теплое, уже плюс 25. Поселок Мирный, совсем небольшой поселок. Здесь-то и находится моя работа. Июль стоит очень жаркий, очень. Дождей мы не видели почти целый месяц. А судя по затянутому тучами небу, дождик намечается, но не факт, что будет. Дожди по Тверской области передают, но Тверская область большая, и что-то дожди до нашего поселка не доходят. Проезжаю магазин, здесь работает моя сестренка. Вижу, девчонки уже тоже приехали на работу, открываются. И мне осталось доехать совсем чуть-чуть. Выруливаю в поворот. Справа магазин Мираторг. Бывает, беру здесь иногда себе на обед колбаску, либо бургер какой-нибудь, но иногда. Уж очень дорогой магазин. Прямо тоже небольшая база, торгует стройматериалами, досками. Здесь автосервис. И здесь тоже автосервис. А вот там подальше 2 башенки – это бетонный завод. А вот это моя любимая металлобаза, продавец – это я. Открываю вход на территорию. Мой транспорт на парковке. Захожу в свой рабочий кабинет, в первую очередь включаю кондиционер. Очень душно, очень душно. Мое рабочее место, да, не элитный офис, не элитный. Включаю компьютер, и все равно мне моя работа нравится, мне здесь уютно. Добро пожаловать, говорит мне мой компьютер, и я рада тебя видеть. Доброе утро. Подключаюсь к интернету. Не так быстро, как хотелось бы, работает здесь интернет. И открываю программу, свою торговую базу. Открытие новой смены. Вот и все. И компьютер, и я готовы к работе. Не прошло и часа, тучки улетучились, похоже на то, что дождя не будет. Очень жаль, не знаю, как у остальных, а мой участок без дождей на последнем издыхании. Вода в колодце прибывает плохо, поэтому поливаем не все и по мере необходимости. А это, друзья мои, город Тверь. Вчера. Находится он в 40 километрах от нашего поселка, и вчера его просто затопило, а у нас не выпало ни капли.
Там просто без водителя толкают руками, плавают как лодки. Я открыла карту погоды, посмотреть, куда улетели тучки. Вот эта красная точка – это наш поселок. Идут дожди, но только не у нас. А у нас их обещают вот с 3 до 4 дня. Ну, поживем, увидим. Ну а пока продолжается мой рабочий день. Обслуживаем покупателей. Мои помощники режут металл. Эту машину отправляю с доставкой по адресу. Короче говоря, работаем. А работаю я с 10 и по 24 число без выходных дней. Сменщица моя ушла в отпуск. Рабочий день мой окончен, я дома, время 6:30 вечера, а дождя я так и не дождалась. Заехала в магазин, купила свиных ушей. Давно не готовила, сейчас я их в духовочке зажарю. Ох и вкуснота будет. Все элементарно просто. Ушки как следует помыла. Теперь натираю чеснок. Количество его зависит от вашего вкуса. А мы любим побольше. С чесноком покончено. Приходится заштриховывать свои прелести, которые случайно попали в кадр. Теперь соль. Очень жарко, дома хожу в шортах и в бюстгальтере, поэтому и себя не показываю. Подсолнечное масло. И теперь как следует всем этим натираем ушки. Теперь поперчим. И укладываю на противень. И в духовку минут на 20-30 до готовности. А если хочется позажаристей, можно подержать и подольше. Готовлю рассол. Буду заливать им скумбрию. Тоже давно не делала и тоже захотелось. Возьму еще красную луковичку со своего огорода, уже поспела. А рассол состоит из воды, соли, сахара, лаврового листа, перца, кориандра и подсолнечного масла. На дно тары выкладываю немного лука, затем рыбку, сверху опять лук и заливаю все это рассолом. Рассол горячий, градусов 70-80. Закрываю крышкой и оставляю на сутки при комнатной температуре. Завтра можно кушать. Я вышла в теплицу собирать огурцы. Муж помогает мне с поливом огорода. Поливает капусту на данный момент. Вот как расположился огурец на сетке. Нужно обязательно их сегодня снять, а то они перерастут. Ух ты, и один единственный баклажан поспел, остальные все в процессе цветения. Посмотрим, что с кабачками. Так, ну что, тоже надо собирать. Ух ты, сколько. Хороший сегодня урожай. Пока собирала огурцы и кабачки, в духовке приготовились уши. Правда, передержала их немного, получились такие прям зажаренные. Вон сколько огурцов набрала. Время 8:30 вечера, хошь не хошь, а сделать их сегодня нужно, потому что завтра на работу, и оставлять не хочется их в такую жару. Сейчас простоят в терраске, да, вот если сутки простоят, они уже станут мягкими.
Да, тяжеловато работать без выходных-то. Огурчики я буду делать квашеные, и заквашивать я их буду сразу все. Для этого дела я приобрела вот такую кастрюльку на Озон, 18-литровую, но очень симпатичная. И пригодится она мне не только для закваски огурцов, но и для закваски капусты. Все специи для закваски у меня готовы, и их часть я укладываю на дно кастрюльки. Дальше слой огурцов и еще слой специй. Я использую хрен, укроп, чеснок, смородиновый лист. Еще слой огурцов, сверху еще слой специй. И заливаю рассолом из расчета 50 грамм соли на литр воды. Так, похоже, что 6 литров рассола мне не хватило. Разведу еще. Сверху положу тарелку и небольшой камушек, чтобы не всплывали огурчики. Накрою крышкой и оставлю кваситься на 3, а может на 4 дня. Кастрюлю выбирала специально вот с такой выпуклой крышкой. Это очень удобно. Для завтрашнего ужина сделаю немного малосольных огурчиков. По многу не солю, потому что мы любим огурцы по вкусу, которые постоят день-два, а которые стоят уже 3-4 дня, ну, эти нам нравятся меньше. Ну что ж, день мой заканчивается, так же, как и репортаж. Пошла я, мои хорошие, отдыхать. Завтра снова на работу. Устали. Точно после битвы Куликовой. Ну ничего. Легер ком легер. На войне как на войне. И завтра снова в бой. Какая яркая луна сегодня спряталась в облаках. Такая тишина, даже птички не поют. Все попрятались от жары, одни кузнечики стрекочут. Всем до свидания, до новых встреч.